Прежде чем заниматься духовностью, нужно сначала самореализоваться в социуме, научиться зарабатывать деньги и твердо стоять на ногах, а не искать способ, чтобы с помощью магии или волшебства, или Бога порешать свои проблемы своей собственной жизни. Потому что такого не бывает. Прежде чем заниматься духовностью, сначала нужно освободиться от своей собственной саморефлексии. Медитация. Медитация – это не просто расслабление. Это военная дисциплина для твоего внимания. Каждая попытка удержать фокус – это как отжимание от пола, но только для духа. Сначала будет больно, потом будет скучно, а потом ты увидишь, как твой ум, этот старый пройдоха, строит из себя дурака, рисуя картинки просветления. И ты просто сидишь и дышишь. И в этом вся суть. Тишина. Пересмотр. Пересмотр – это не ностальгия. Это хирургическая операция без наркоза. Ты берешь скальпель, воспоминания и режешь свой прошлый опыт, чтобы вытащить оттуда занозы, обидные слова, страхи, чувство вины. Они сидят в тебе как паразиты и высасывают твою силу. И ты вытаскиваешь их одну за другой. И сжигаешь свою карму. И после этого остаются только шрамы. Только шрамы и невероятная легкость. Легкость освобождения от своей собственной саморефлексии. Чувство собственной важности, жалость, страх смерти – это вовсе не твои чувства. Это паразиты. И они пытаются твоей энергией, пока ты спишь. Сталкинг – это охота на этих паразитов. Ты выслеживаешь их в каждом своем поступке, в каждой своей мысли. Почему я обиделся? Ага, вот оно, это чувство собственной важности, которое меня кусает. К черту его! Почему мне грустно? Почему я так страдаю? Я бедный и несчастный. А это жалость. Жалость к себе, которая время от времени выползает и заставляет тебя плакать. И ты вовсе не борешься с ними. Ты их высмеиваешь и лишаешь силы. Потому что без энергии твоих страданий они сдуваются. Сдуваются, как воздушные шарики. Осознанные сны. Осознанные сны – это никакое не развлечение. Это учебный полигон. Там, где законы физики твоего мира не работают. Там ты учишься тому, что реальность пластична. Что ты можешь летать, проходить сквозь стены, менять декорации своих сновидений силой своего намерения. Зачем? Да чтобы, проснувшись, ты наконец-таки усомнился, а не такой ли это сон и это реальность под названием жизнь? И если ты там можешь все, то что тебе мешает это здесь? И это вовсе никакая не вера в невозможное, а реальный способ приобрести навыки, которые выходят за рамки всех известных физических законов. Не сегодня, не завтра, а через годы упорного труда. Когда реальный мир и миры снов схлопываются, ты становишься иным. Второе внимание – это не новое зрение, это снятие повязки со своих глаз. Ты всю свою жизнь смотрел на мир через грязное кривое стекло своих оценок, страхов, желаний. Второе внимание – это когда ты это стекло разбиваешь. И видишь мир таким, какой он есть на самом деле. Не добрым, не злым, не дружественным и не враждебным, а просто живым, текучим, красивым. И ты часть этой жизни. И это дает тебе силу. Силу не управлять, а силу соприсутствовать. А теперь самое главное. Все
Все эти книги, техники, религия, эзотерика, уровни, ступени – все это пыль. Если за этим не стоят твои реальные действия и поступки. Духовность измеряется не часами медитации, а тем, как ты разговариваешь с кассиром в магазине. С тем, как ты смотришь на прохожих людей на улице, которых ты встречаешь. Улыбаешься ли ты им? Как выполняешь свое слово? Держишь ли ты свое слово? Хозяин ли ты своим собственным словам? Как относишься к тому, кто слабее тебя? Нормы морали, культура воспитания от Бога. Это не религиозные догмы. Это техника безопасности для твоей души. Когда ты начинаешь работать с высоким напряжением этой реальности. А если ты нарушаешь законы этой реальности, то тогда она бьет тебя током. И не потому, что Бог тебя накажет, а потому что это законы мироздания. Что посеешь, то и пожнешь. Так что хватит просто читать и философствовать, потому что пора время от времени начать что-то делать и пачкать свои руки.